Так, заработало. О, вроде легче стало. Кажется, я зря использовал внешнюю камеру и зря использовал микрофон. Ну-ка. Так, а как это вообще работает все? Окей, микрофон есть. Топ-чат. Мгм. О, ребят, короче, все заработало. Как оказалось, нужно было просто использовать встроенный микрофон и встроенную камеру. Тогда легче станет. Если есть еще какие-то вопросы про шат, давайте я расскажу. Может быть, кто что не успел спросить, поскольку теперь, я надеюсь, работать будет лучше. И те, кто что-то пропустил, может задать вопрос еще раз. Так. Что я обещал скинуть? Что я обещал скинуть? Я обещал скинуть... А файлы тут можно скидывать, интересно? Нет, похоже, нельзя. Сейчас, секунду, я вам скину информацию про отделение, которое я обещал показать. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Вот она. Open Share. Сейчас, секунду. Copy Dropbox link. Так, кажется, сработало. О! Да, но я догадывался, что там все глючит в предыдущей записи, просто потому что там на сервер не передалось ничего, скорее всего. Поэтому, да, я думаю, что ту запись придется похоронить, к сожалению. Да, да, знаю. Короче, для меня вывод, что нужно просто очень простой техникой пользоваться, и тогда все работает. Не пользоваться внешней камерой, она еще и хуже показывает, не пользоваться внешним микрофоном, и так вроде более-менее все слышно. И тогда легче станет. По заочке как можно связаться? Но опять же лучше в комментариях спрашивать, просто потому что я пока сам про заочку ничего не знаю. Я думаю, что если я расскажу про это, я скажу, как можно связаться с человеком конкретно, который вам расскажет. Со мной нет смысла. Со мной можно связаться вот так. Здесь можно связаться в Телеграме Виктора Гуленко. Но толку от меня тут будет не очень много, к сожалению. Так, а вот скажите мне, пожалуйста, а сейчас работает хотя бы? Сейчас ничего не прерывается? Шат в СПБ нет, по-моему, шада очного. Шат очный есть еще в Киеве. Это легко узнать. Шат. И что будет, если мы найдем? Заходим на их сайт. Поступающим. Как проходит набор? Прием на 2019 год. Платное обучение. Да, уже стоит 120 тысяч. Тут что-то ничего не написано про очное отделение, к сожалению. Если я сходу не найду. Так, знаете что, если есть еще какие-то вопросы, которые вы не смогли задать или не услышать мой ответ, потому что ничего не работало в прошлый раз, давайте это исправим. Задайте вопросы сейчас, и я постараюсь на них ответить достаточно быстро и по теме, дабы слишком долго вас не задерживать, а то у вас уже 9 человек. 9 человек задерживать не очень хорошо. 8. О, 8 можно. 9 нехорошо, 8 можно. Так, а сейчас узнаем, есть ли шат... Нет, в Питере нет, скорее всего. Зачем они туда ездить будут? БРУ, филиал школы анализа данных в Санкт-Петербурге. Как Google помогает. Ну-ка, пожалуйста, ссылка. Есть, значит. Про людей заочка, ну, можно мне написать, но я думаю, что есть смысл написать... Я выложу эти контакты, если они разрешат. И вы сможете именно напрямую писать, я выложу там вот в каком-нибудь следующем блоге, когда сниму. Кстати, когда пойду в шат, вот буду снимать тогда блог.
Можно там. Ну, можете мне писать, мне не жалко. Я просто медленно отвечаю, особенно если мне одновременно напишет там человек 5, я потом долго туплю. Поэтому на это не стоит обижаться. Если вы готовы на это не обижаться, то пишите. То это не жалко. Так, там компьютер Science Center вместо этого. Ну, наверное, да. Если честно, я пока не изучал. Расскажу вам... вот. Анализ данных в центре рассматриваю как филиал. Окей, да. Скажу вам, что, конечно, товарищ Google очень много может сказать. Вот, кстати, меня спрашивали, что я научился в McKinsey. Гуглить я научился. Раньше я не умел. А сейчас я понял, что как это важно, и как на самом деле все консультанты ищут информацию там. И это очень крутой навык, который потом в жизни очень много где нужен. Поэтому вот за что точно благодарен консалтингу, так это за гугление, за умение гуглить. И это не сарказм. Как идет подготовка в McKinsey у того парня, которому ты помогал? Окей, немножко тоже не в тему вопрос. Подготовка хорошо, снимаем на следующей неделе ролик про него как раз, там расскажем. И на следующей неделе будем снимать ролик с очень крутым чуваком, который сейчас Head of Data Science или анализ данных просто в X5. Будет очень интересно. Еще он одновременно кучу всяких дел делает, кучу где адвайзер, еще одновременно качок, еще одновременно вообще очень крутой парень, очень популярен на ОДС, поэтому советую посмотреть, будет прикольно. Что еще там? Угу. Круто. Это про того парня. Так, Никита, привет. Никита, да, здравствуй. Ну что я еще могу вам полезного такого рассказать? Из того, что, учитывая, что предыдущая запись вообще оказалась не в тему и не юзабельной. Собственно, все вопросы, я думаю, отвалились. Так, про разные треки я вам рассказал, и я вам скинул ссылку на них. Про ОДС еще раз, те, кто указываете, друзья, то все будут думать, что я какой-нибудь мега-спамер, который решил просто кучу людей позвать. Но я надеюсь, что вы-то будете не куча людей, а адекватные ребята, которые реально принесут пользу комьюнити, поэтому welcome подаваться, конечно. Так, на ОДС долго придется ждать. Ну, знаете, 3-4 – это быстро еще. Я ждал 5 дней, и, по-моему, люди сейчас даже дольше ждут. 5 дней, 6 дней нормально. Ну, если там за 6 дней не ответят, постучитесь мне, я спрошу, чтобы ответили. Но это на самом деле нормально, просто потому что там людей сейчас много подается. Сильно разрастается. Там сейчас 14 тысяч человек, по-моему, когда я приходил, было 12 с чем-то. Но я думаю, что дальше будет больше, поэтому ждать приходится. «7 сентября будет встреча как раз выпускников, не выпускников, а новопоступивших, там все про шат расскажут, я думаю, что там я вопросы еще позадаю и вам здесь потом расскажу. Поэтому stay tuned, что называется. Может быть, расскажу по-английски, потому что иногда подписчики, видимо, просят не только на русском говорить. Так, ну что, я думаю, что вижу, что вопросов больше нет. Нет, вижу. Ты когда по Зоричу Матан учил, все задания в нем прорешил? Нет, вообще ничего не прорешил по Зоричу Матане. Только читал теорию. Вопрос по собеседованию. Судя по различным комментариям, самый строгий из них Стас. Возможно. Поскольку я не собеседовался у Стаса, не знаю, но подозреваю, что да. И я подозреваю еще, что у Макса не так легко пройти интервью, потому что он может что-то спросить по алгоритмам. То, что ему кажется супер очевидным, и то, что если ты, в принципе, занимался олимпиадным программированием, тебе тоже будет казаться супер очевидным. Но я видел, как ребята дрожали, отвечая на вопросы Макса, и подумал, здорово, что я не у Макса собеседуюсь. Поэтому я думаю, что он тоже достаточно жесткий. Про учебу в ШАТ будешь рассказывать, как проходят какие задания? Я думаю, что буду рассказывать, да, что-то, как проходит. Какие задания, не знаю, там же есть какой-то все-таки вопрос конфиденциальности, я не хочу лишнего болтать, дабы никого не расстроить. Но я думаю, что то, что можно рассказывать, и то, что интересно, будет, конечно. Так, можно вопросик? Полезны ли знания в области веб-разработки на среднем уровне для изучения ML, Computer Science? Мне кажется, нет. То, что я знаю в веб-разработке, то есть какой-то фронтенд,
Полезно же понимать, что, окей, как программирование в целом работает, наверное, но насколько это полезно для разработчиков Data Science, мне кажется, мало. Но мозг все тренирует, и вся работа с компьютером тренирует мозг в какой-то степени. Вопрос просто, что не в той, в которой хотелось бы, наверное. На собеседовании знали про твой канал, внесло ли это какой-то импакт? Я не знаю, знали ли или не знали. Понятия не имею. Если вы мне скажете, что знали, то окей, я рад, приятно. Если вы скажете, что не знали, тоже окей. Понятия не имею. Привет, поступаю в довольно средненький универ, что можешь порекомендовать, чтобы в будущем попробовать перевестись? Учиться хорошо. Я не знаю, насколько легко переводиться из универов. Я не пробовал никогда переводиться сам, поэтому я тут хреновый советник. Лучше не буду читать языком о том, что не знаю. Кстати, где набор антидивидовича купить можно? На первом этаже в ГЗ. Как там называется киоск? Не помню, как называется, но, в общем, вы в МГУшнике все знаете. Если вы не МГУшники, найдите друга МГУшника, который вам купит. Там есть все. Аргументы называется. На первом этаже. Так, на собеседовании, так, это я уже говорил. Кстати, а где набор антидивидовича? Так, это говорил, спасибо, знали еще как. Знали, ну, окей. Ну, наверное, погуглили. Так, предполагается ли на собеседовании, что какие-то знания кандидата ОМЛ хотя бы в объеме курсов на Coursera есть? Да, предполагается. Я думаю, окей, я не говорил об этом с кураторами. Куратору лучше на это ответить. Но если серьезно рассуждать, смотрите, вы идете на направление Data Science, на которое вы потратите 2 года своей жизни. И люди хотят понимать вашу мотивацию. Они везде говорят, нам нужно понимать, насколько человек мотивирован. Если мотивирован, вам сюда не нужно, потому что вы тут умрете и бросите. И нам не нужно, чтобы вы бросали. Как доказать мотивацию? Ну, то, что вы проделали все, что вы можете без шада. Все, что вы можете без шада, это хотя бы пройти курсы на Курсере по машинному обучению. Если вы даже это не сделали, то вопрос, зачем вам шаг? Потому что потом может оказаться, что это очень сложно, тяжело, занимает много времени, у вас куча других дел, и вы бросите. Просто потому, что вы не знали, что такое Data Science. Вам нужно показать, что вы знаете. Показать – это пройти эти курсы на Курсере. Поэтому да, это нужно. Где набор? Так, да. Есть МГУшники в чате? Хороший вопрос, да. Я думаю, что здесь в чате пока 26 человек, уже 25, может быть, не так просто найти. Стучитесь в ОДС, там их точно много. Как часто будешь делать такие стримы? Мне кажется, будет многим полезен. Я не знаю, видите, по первому мне прилетел фидбэк уже, что хреново все работает, ничего не слышно, все лагает. И вообще я тогда подумал, что я не буду больше делать, а буду, может быть, видео снимать. Но если сейчас все будет работать и как бы всем будет интересно, то буду делать чаще, потому что стрим сделать очень легко. Как бы включил компьютер и все, смонтировать видео гораздо сложнее. Посмотрим. Я надеюсь, во всяком случае, еще один точно будет дальше. Я думаю, что про шаг. Но в целом я надеюсь, что будет еще. МГУшники, где ГЗ? ГЗ – это главное здание. Вот эта высотка. Это как раз он. Войти в него без пропусков нельзя. Поэтому просто зайти в тот магазинчик не получится. Нужно, чтобы кто-то сделал пропуск, либо кто-то вам купил. Проще, чтобы кто-то купил. Ну или пропуск. Окей. Ну, ладно, разберемся. Будет ли видео с кем-нибудь из США? Может, с интервьюерами? Будет, я думаю, если кто-то захочет со мной снять. Я не знаю, потому что, может быть, они подумают, вот еще там непонятно какой-то чувак берет и снимает всякие видосики. Может, не захотят. А может, захотят, почему? Может, тогда снять действительно с кем-то из интервьюеров. Может быть, с тем же Стасом. Но у них, кстати, много есть самих интервью своих, не интервью, а вообще, где они выступают. Советую погуглить и посмотреть. Они много всего рассказывают. Поэтому, скорее всего, на ваши вопросы к ним, если какие-то есть, уже есть ответы там. Google нам в помощь. Лучший инструмент консультанта. Вопрос по квант-части. Как исправить ситуацию, когда решаешь правильно сложную задачу, все рассуждения правильно, но потом делаешь глупую ошибку, типа 2 + 2 = 5? Никак. Внимательно сидеть и прорешивать. Делать какой-то дабл-чек, делать sanity-чек, делать триангуляцию, как это называют в консалтинге. Найти способ быстро как-то прикинуть ответ, сказать, вот он разумный или неразумный. Если вы получаете дисперсию отрицательную,
сразу получается, что-то здесь не так. Значит, что-то нужно проверить. Если вы получаете дисперсию 397, а не 398, то, к сожалению, такое найти практически никак нельзя. Только сделать какую-нибудь симуляцию на компьютере. Вот, кстати, да, помогает. Но на экзамене, понятно, это не сделаешь. Тренировать внимание к деталям, оно сильно помогает, и не только на экзаменах в ШАТ. Так, да, интервью со Стасом Лениным или Еленой Буниной было бы очень интересно. А делал один из ребят, влогер, кстати, математик, с Еленой как раз. Я смотрел, в принципе, достаточно интересное интервью было по скайпу. Тоже советую посмотреть. Забор перелезть изи. Да, если вы никого не расскажете, я ходил в ГЗ по пропуску своего брата. Брат младше всего на 2 года, мы внешне похожи. Я поэтому взял его пропуск и прекрасно ходил. Забор достаточно высокий, мне кажется, легче пролезть через дырки. Ну, или попросить как пропуск. Так, спасибо за контент. Пожалуйста, я рад, что кому-то интересно. Есть ли вариант учить ML и DS, когда учишься на бизнес-информатике, или лучше уходить в финансы с концами? Не понял. Финансы с концами без ML и DS? Ну, смотря что есть финансы и смотря что есть бизнес-информатика, мне кажется, что если вы хотите в инвестбанк, скажем так, вам не нужно учить DS, это оверкилл и лишняя трата времени, вам нужно прокачивать финансы. Если вы хотите делать какие-то решения технологичные для банков, для финансовых институтов, вам нужно учить Data Science и там параллельно немножко финансов. Нужно четко понимать, что хотите делать, и тогда выбирать. Все-таки ШАТ настолько ли полезен в сравнении с самостоятельным обучением с собственным проектом? Может, лучше пойти сразу в среднюю компанию и сразу набивать опыт? Ну, смотрите, опыт сразу набивать вы будете на совсем примитивных задачах без понимания математического контекста и костяка теории, который за всем этим стоит. То есть какие-то практические задачки вы научитесь решать, но на уровне крутого дата-сайентиста, крутого прогера этого недостаточно. Нужно понимать математику хорошо, нужно понимать интуицию. Вот эту самую интуицию, которую я пытался заполучить, и отчасти заполучил там по Линалу при подготовке к ШАТу. Без нее никак. Ну, либо оставаться каким-нибудь джуном, например. Я думаю, что можно, конечно, самому обучиться, но лучше чередовать и проект, и работу, и учебу в ШАДе или хотя бы на каких-то курсах. Oxford Insight. Да, это вот этот парень как раз, который интервью делал, да, он самый. Как лучше совмещать работу с зубрежкой Матана? На работе трачу около 4 часов, но из-за того, что пишу код, иногда после того захода силы быстро иссякают. Как лучше распределить? Сложный вопрос, потому что я почти все делегировал и деприоритизировал, пока готовился. То есть у меня другой работы было по минимуму. Ну, разве что видео снимать и вести курсы, а все остальное там на себя взяла команда. И спасибо ей, кстати, огромное за это. Вообще красавцы. Я думаю, что лучше всего утром находить время решать математику перед работой, потом идти. На свежую голову проблем-солвинг лучше работает. Ну или пытаться по-хорошему в отпуске лучше готовиться, мне кажется, поскольку тогда можно ударно много времени потратить. И либо как-то договариваться на работе, чтобы на работе не так сильно грузили. Потому что если на работе завалы сильно большие проекты, и еще к ШАДу готовиться и много готовиться, то это, конечно, к хорошему не приведет. И косяк и на работе будет, и косяк с мат-частью будет. Так. Да, интервью с Буниной, да. Совсем без образования возможно поступить при условии хорошей подготовки, если только опыт в веб-разработке и все. Без образования, то есть без математического образования поступить в ШАТ, ну, как бы я пытался своим примером показать, что да, можно, но меня это научило, мой пример как раз научил, что очень тяжело. То есть если вы никогда не учили высшую математику, хотя бы там теорию вероятности раньше, то чтобы подготовиться с нуля, прям с нуля, под нулем я имею в виду школьную базовую математику без олимпиад и без программирования, я думаю, что понадобится несколько тысяч часов талант и упорство. И тут навыки веб-разработки, на мой взгляд, не сильно помогут.
Ну, как бы вы можете меня переубедить своим примером, это будет очень круто, я буду рад. Но пока я такой пример не увижу, я буду думать, что почти невозможно. До скольки часов можно тратить на самообучение без учета работы? Сколько часов ты тратил сам? Я тратил много часов. Я мог заниматься часов по 8, по 10 в день. Больше 8 часов в 10 нет смысла заниматься, мозг отключается. То есть как бы в консалтинге работаю там 14-16, конечно, здорово, но когда нужно заниматься прям интеллектуальной работой, а не только слайдики рисовать, больше 8 тяжело. Но в некоторые дни, конечно, приходилось работать, и тогда мог заниматься вообще либо 0, либо 4 часа, там, 2 часа. До скольки часов можно тратить на самообучение? Сколько можете потратить, столько тратите. В день, вот я бы сказал, 8 часов, больше тяжело, 10 там максимум. А так, сколько будет времени? Насколько сложнее тебе совмещать обучение для конверсации с ведением канала YouTube и ВК? Есть идея сделать канал, где делать видосы, обучающие, совмещая с учебой вышки на PI. Ну, опять же, поскольку у меня есть команда, которая мне помогает все делать, там видео монтирую не я сам, например, и съемку веду тоже не я сам, реализуемо. Если бы я все это делал сам, и все там до каждого слова вел и в канале сам, я бы закопался и убился, наверное. И ничего бы у меня не вышло. И никаким бы флесом я бы не занимался. Но в конце концов, в консалтинге понимаешь, как круто работать с талантливыми людьми, которые в чем-то круче, чем ты, и пытаться таких найти и с ними работать. Как только находишь, становится гораздо легче. Если просто как студент ведешь сам, ну, нужно не париться тогда по поводу качества. Записывать на телефон, вести стримы вот такие, не заморачиваться с техникой, со звуком, это будет уже good enough, я думаю. И тогда возможно. Но опять же, зависит от того, насколько ты эффективно все делаешь, быстро, и насколько ты перфекционист. Быть перфекционистом здесь плохо, поскольку тогда не успеешь. Но перфекционистом хорошо быть, если сфокусирован на чем-то. Мне это и со Стэнфордом, и с Шадом очень помогло. Так. А вообще идея вести YouTube-канал с обучающим видео и обучением на вышке очень круто. Поддерживаю. Если нужна будет помощь, какой-то совет, пиши. Буду рад чем-то подсобить. Пошел бы в Яндекс ради Шада, если бы на общих соревнованиях не поступил. Работать в Яндекс ради Шада? Яндекс сам по себе крутое место. Но как бы я и в Стэнфорд не пошел, чтобы заниматься флес. Им как бы странно было бы в Яндекс пойти, и чтобы заняться флес. Может быть, я когда-то что-то переосмыслю и пойму, что я ошибался, но сейчас я бы в Яндекс не пошел, просто потому что есть проект, которым я занимаюсь с удовольствием, который я вижу большое будущее. Я не собираюсь его бросать. Так, были моменты при подготовке, когда хотелось опустить руки, посмотреть сериалы, поступление в ШАД начинало казаться безумной авантюрой. Как восстанавливала мотивацию, силу воли? Да, были моменты, когда хотелось все бросить, чувствовал себя дебилом, думал, да что за фигня, ничего не получается, не получается решать задачи, не понимаю, как они решаются, прогресса как будто нет. Сериалы я не смотрю в принципе, я не люблю сериалы. Но в такие моменты, вообще, когда у меня настигает какая-то депрессия, я люблю походить пешком в одиночестве и развеяться. Вот 40 минут прогулки очень сильно очищает мозг, и после этого я садился опять и решал дальше. Становилось легче. Вот, не знаю, у кого как работает, но, по крайней мере, от сериалов я избавлен, на них время я не тратил, мне с этим повезло. Так. Отпуск на сессию ушел. Да. Ну, тяжело. Я скажу, что тяжело готовиться одновременно интенсивно, сфокусированно и работать. Ну, собственно, ради этого ты брал отпуск на сессию. Я также брал отпуск, почти что отпуск, когда готовился к Стэнфорду. Просто потому что иначе шансов бы не было вообще никак. Что ты должен сфокусироваться. Также и с Шадом я почти все деприоритизировал, чтобы готовиться. Если вы можете готовиться эффективно и одновременно работать, то я не знаю, то мне нужно взять у вас интервью и рассказать об этом тысячам людей, чтобы они брали с вас пример. Потому что я так не умею. Спасибо за ответ, рад помочь. Так, как думаешь, есть ли вариант устроиться в любую компанию, только пройдя курсы на Курсере? Есть, я думаю. Но не только пройдя курсы, а еще поучаствовать в соревнованиях, познакомившись с кучей людей,
потом, может быть, еще с кучей людей познакомившись, потом еще, а потом еще с кем-нибудь пообщавшись, и в итоге, там, сделав еще свой проект, в итоге пройдешь, скорее всего. Знаете, вот эта новость, что сейчас там IBM, Google и кто-то Facebook отменили требования о высшем образовании при приеме на работу. Казалось бы, сам Бог велел. Coursera и вперед. Но пройти будет не так просто, там много всяких будет шагов. Просто Coursera вас никуда не приведет. Ну, как, собственно, и любой курс просто в одиночестве никуда не приведет. Даже наши курсы, как бы я не хотел их рекламировать, в одиночестве без вашего упорства они никуда не приведут. Нужно пахать. И нужно еще куча других факторов. Так, ждем ОДС и что-нибудь по заочке, вариантов прошлых лет в сети нет. Да, их не выкладывают, и не знаю, насколько их можно выкладывать, может быть, нельзя. Они лежат, кстати, просто в этом клауде Яндекс Контеста, и, видимо, оттуда их выгружать нельзя. Например, видели, я не выкладывал материалы онлайн-теста. Это нельзя делать, и я об этом там нажал кнопочку NDA, я не буду его нарушать. Собственно, наверное, с экзаменом также, к сожалению. Так. Спасибо за полезную информацию. Да, пожалуйста. Так, есть видео, где ты готовился к Стэнфорду? Видео, где готовился, нет. Я тогда вел блог, писал тексты. Но есть видео, где я обзор делал всего про подготовку. И на самом деле его можно увидеть... Может быть, я его сейчас найду. Но достаточно неплохо вылезает в поисковике. Нет, не так уж хорошо. Ой, кто-то только не готовился. Елки-палки, сколько тут подготовишься к Стэнфорду. Просто, не знаю, куда ни плюнь, попадешь в человека, который готовился к Стэнфорду. Ну вот, если что, видео, конечно, если хотите посмотреть здесь. Либо загуглите и посмотрите, там первая вылезает девушка с очень пышными формами. Наверное, ее смотреть интереснее, чем меня. Так. Отменить-то отменили, но при иммиграции вышка нужна, как бы, или менее 5 лет опыта. Согласен, иммигрировать, особенно в США, будет не так просто, и там вышка нужна. Книги Кельберта и Сухова использовал при подготовке к решению сервера. Так в итоге не использовал. Мне их советовали, я собирался, но в итоге времени не хватило, пришлось на что-то другое переключиться. Поэтому о них рассказать, к сожалению, не могу. Сильно отличается бесплатное просматривание курсов на Coursera от того, если купить? Да, отличается, нельзя сдавать задачи, получать по ним фидбэк. На мой взгляд, это самое полезное в таких курсах. Поэтому лучше потратить деньги и купить. Я, на самом деле, сам редкий жмот, я никогда не тратил деньги на курсы, и даже Python for Everybody прошел за неделю все 5 курсов, чтобы не платить. Но на самом деле есть ситуации, когда в том, что заплатить, есть смысл. Я думаю, что здесь одна из них. Так, World Videos можно попросить финансовую помощь и проходить курсы со всеми заданиями. Да, я тоже такой слышал тему, особенно если студент, почему бы и нет. Но я вот сейчас C++ прохожу, я за него плачу. И как бы я рад, меня это еще подстегивает, это дает мне мотивацию, что я плачу за этот курс, значит, я должен дурака не валять. Я думаю, что 5000 ради курса, огромного курса по C++ и очень крутого, это не так много. Хотя, ну, опять же, кому как, поэтому не беру судить за других. Так, какие там антидвидочи тебе понадобились для подготовки к поступлению в ШАТ? Я сейчас не вспомню. По-моему, мне кажется, 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1, что ли. Слушай, я вот не уверен. Давай я посмотрю, потом скажу вот в каком-то следующих влогов, расскажу, что это забыли. Потому что там у меня в другой комнате антидвидочи лежат, сейчас не найду. Так, у нас стипендия $80. Да, но у нас обучение бесплатно, ребят. В России обучение бесплатно, это очень круто. В других странах ты платишь за обучение. В Америке обучаться бесплатно почти невозможно, как я понял, когда шел в Стэнфорд. Даже несмотря на то, что мне дали, в принципе, неплохую стипендию. Даже когда другим людям дают неплохую стипендию, это максимум покрытия оплаты обучения. А вам еще стипендию платят сверху. Ну, и мне платили, когда я учился. Поэтому, на самом деле, надо ценить то, что у нас есть. У нас очень круто с точки зрения
финансирования образования. Я этому очень рад после того, как поучился за границей. Так, как перейти к C++ от Python? Пройти курс и много страдать. Переход ужасен. Он выглядит невероятно сложным. Это так. Где угодно. Так, этот вопрос не мне, я чужие брать не буду. Не хочу хороший канал на уровне Томас Франк, Даша, я не знаю таких. Да, Томас Франк слышал, Даша Центр не знаю. С личных качеств, иначе людям будет мало пользы от материала моей перфекционистской взгляды таковы. Могу ли совмещать? Прям хороший канал. Не сможешь. Тебе понадобится 1500 на технику. Это столько, сколько мы сейчас потратили. Сейчас вот, буквально мне пришел еще там насадка для объектива за 50 штук, а еще один объектив за 50 штук, еще я заказал за 100 штук фотоаппарат из Америки, еще другие 2 фотоаппарата по 100 штук с объективами, еще нужна работа хотя бы одного оператора, еще нужно освещение, еще нужен качественный звук, еще нужен качественный монтаж, который занимает очень много времени, полноценный full-time человек, у меня full-time человек за этим сидит. Сам студент это не сделает. Если вы хотите крутой канал с крутым монтажом, с хорошим качеством, это full-time работа, не беритесь. Беритесь лучше сделать хотя бы быстро, но интересно. На самом деле сейчас такие каналы тоже очень здорово работают, если вы рассказываете интересно и с крутой энергией, крутой материал. Даже снимаете не так круто, ничего страшного, снимать можно на телефон. Ну а если вы хотите очень крутой канал, то вам придется закопаться. Я это понял сейчас, когда сам начал пытаться строить его. Так, спасибо за то, что ведете. Да, пожалуйста, рад, что интересно. С рождением интроверт, как стать таким же жизнерадостным, как вы? Я не жизнерадостный, я тоже интроверт. Но я иногда люблю пообщаться с людьми, и мне это почему-то приносит удовольствие. А как стать жизнерадостным? Окей, вы не поменяете свою суть. Но можно заниматься выступлениями на публике, которые сначала кажутся ужасными, а потом начинается очень круто, вы получаете от этого огромное удовольствие, все больше и больше драйва и так далее. Поэтому нужно просто пробовать и немножко толкать себя. Совсем интровертом быть не перестанете, но какое-то удовольствие от выступления на публике и общения с людьми получать начнете. Мне очень сильно дебаты помогли в этом. Очень сильно. Если кто-то не видел еще, а я люблю их рекламировать, потому что я там сам состоял, они классные, это Mimo Debate Club. Всем рекомендую, очень крутые. Особенно если вы студенты, идите и дебатируйте. Прокачать английский на качественном уровне. Собственно, мой английский хороший, он не из МГИМО, он с дебатов. Потому что обучение в МГИМО английскому, оно достаточно академичное. Там будет очень круто. Идите туда. И с публичным выступлением поборетесь, начнете от этого получать удовольствие, потом пойдете в консалтинг, вам там будет все казаться гораздо легче, выступать перед клиентом будет легче, вы там еще прокачаетесь, и потом жизнь вам будет казаться прекрасной, вам будет круто общаться с людьми. Это офигенно. Даже если вы интроверт, как и я. Так. Кстати, после твоего интервью с Павлом Плесковым, буквально через день я встретил его на Geek-пикник, в той же мотоэкипировке. Ну, конечно, я не думаю, что у него много мотоэкипировки. Я думаю, что у него, не знаю, может быть, 2 их и есть. Что вначале, соответственно, получили несколько советов по тебе. Да. С Пашей, если встретил, офигенный, очень классный парень, прям очень классный. Если вы где-то не наткнетесь, пообщайтесь, обязательно с ним пообщайтесь, очень много узнаете. Вы вообще зарядитесь энергией от него. Так. Не надо пугать начинающих ценами, пусть начинают. Потом накопят денег, улучшат качество. Хороший комментарий, я согласен. Надо с чего-то начать. Дорогу осилит идущий. Постепенно будет лучше. Безусловно. Но нужно не париться, если сначала будет не такое качество, как у каких-нибудь там гуру съемки этого всего дела. Ничего страшного. Дальше будет лучше. Подскажи, какой дедлайн ты подавал в Стэнфорд? Второй раунд я подавался. Это был MBA? Да, это был MBA. Scholarship одобрили только после решения поступлений? Да. Scholarship одобряют только после решения поступлений и после того, как предоставишь информацию о своих финансах. Так. Отлично. Кажется, я добрался до конца вопросов.
Ну что, если у кого есть еще возможность и желание задать вопрос, пишите сейчас, буквально следующие, я не знаю, 30 секунд. Если нет, то не буду вас держать. О, 40 человек нарос, нифига себе. Вот это да, я не ожидал, что 40 человек захочет послушать тут всякие рассказы. Но теперь, наконец-то, звук лучше работает. И теперь, наконец-то, можно хотя бы это все просмотреть, и просмотреть это потом в записи. Чему я очень рад, потому что первый блин, со стримингом был комом, получился ужас ужасный, я согласен. Так, кажется, все. Отлично, ребят, вопросов больше нет. Всем спасибо. Если будут еще вопросы, пишите в комментариях. С них мы начнем следующий стрим или следующий влог. А пока спасибо и до связи. Всем спокойной ночи.